Доброго времени дня, наши подписчики, зрители и любители автопрома из Поднебесной. Вы знаете, что делают китайцы, если нет новых идей для новой машины. Иногда переразбирают и модернизируют авто прошлого поколения, а иногда разбирают новую бензиновую модель и делают из нее электрокар. Так произошло с Beijing U7, который теперь представлен в электроварианте под названием Beijing EU7. Стоит подробнее рассмотреть этот интересный электроседан, чем мы и займемся с вами прямо сейчас. Что касается внешнего вида, фактически он точно копирует бензиновую модель. Та же монобровь, которая образуется планкой на переднем багажнике и верхними гранями фар. Те же фары угловатой и продолговатой формы. А вот имитации решетки радиатора нет. А вместо этого идет почти цельный бампер, посередине которого в верхней части расположился лючок зарядки, а в нижней есть дополнительные световые приборы вместо воздухозаборников, а также перфорированные области с круглыми отверстиями. В целом смотрится свежо и красиво. Вид сбоку так и остался стандартным. Нижний ложемент, нижнюю часть единственное, что можно отметить в дизайне боковой стороны. И также, как в бензиновом варианте, остались небольшие окошки в задних стойках крыши. Что касается заднего отсека, тут есть некоторые изменения. В отличие от бензинового собрата, электрокар на заднем багажнике верхней его части имеет надпись Beijing, а не Sinova. Все так же чуть ниже имеется хромированная полоса, а по бокам два фонаря, поворотники и стопорные огни. Ниже по бокам бампера и в самой нижней плоскости прямо посередине также расположились стопорные огни. Но теперь сядем внутрь Beijing EU7. А здесь у нас просторный салон на 5 мест, при этом имеющий многие современные навороты. Интерьер отделан тканью и пластиком, а в элитной комплектации используется эко-кожа. Приборная панель виртуальная на 12 дюймов в диагонали. Таким же размером справа расположился экран мультимедийных систем. Над приборкой базируется мультируль. В китайских автомобилях вообще везде мультируль, и чем больше в нем кнопок, тем довольнее китайцы. Передние кресла имеют сервоприводные регулировки, подогрев на все кресла и климат-контроль на 2 зоны. По электронике здесь почти так же, как и бензиновой модели. Есть камера кругового обзора, парктроники, адаптивный круиз-контроль, крыша панорамная с люком. Вид отличный. Главное не засмотреться во время движения. Но теперь перейдем к моторному отсеку. Данный электрокар обладает 218-сильным синхронным электрическим мотором на передней оси. Крутящий момент составляет 300 ньютон-метров. Литий-железо-фосфатная тяговая аккумуляторная батарея обеспечивает пробег в 451 км. Внешние габаритные размеры кузова Beijing EU7 следующие. Длина 4805 мм, ширина 1835 мм, высота 1528 мм, а колесная база 2785 мм. Снаряженная масса 1725 кг. Электрический седан стандартно комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками с оригинальным дизайном и шинами размером 245 на 45 R18. В целом это довольно солидный седан, учитывая, что это электрокар. Производитель подошел к компоновке всех модулей с умом, что положительно отразилось на качестве всей сборки. Салон отличный, просторный и удобный по эргономике. Обойдется новый электромобиль в $20 000, и это в минимальной комплектации. Хотя за такие деньги вполне можно урвать отличный седан бизнес-класса, например, все тот же бензиновый U7. Ну а на этом у нас все. Будем ждать ваши комментарии по этой модели. Соответствует ли цена на нее реалиям и какую стоимость ей поставили бы вы? Обязательно пишите. Всех услышим и всем ответим. А мы отправляемся на поиски новой интересной модели для вас. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и ударить колокольчик, если вы этого еще не делали. До скорых встреч в следующих обзорах.